Друзья мои, всем привет! Это видео должно быть снято уже давно, но все как-то не получалось, потому что я рассказываю свою историю лечения рака не совсем онлайн, а с некоторым опозданием. Постоянные зрители, наверное, помнят, что мой диагноз инвазивный рак протоков Г2 был поставлен в ноябре 2019 года, а летом 2020 перепроверен методом фиш-теста в Литве. Результаты перепроверки были неутешительными. Об этих показателях всяких КИ, ХЕР-2+, я расскажу в другой раз. Сегодня об этом говорить не хочется. Смотрю я душевные ролики других онкоблогеров о том, как они узнали о своем диагнозе и как отреагировали на это известие их близкие. И понимаю, что у всех рак делит жизнь на до и после. Наверное, когда человек счастлив, он не осознает этого. Мой рассказ о том, как отреагировали мои близкие на страшный диагноз рак, будет неполным, потому что, желая продлить жизнь моей мамы, я долго скрывала этот факт не только от нее, но и от тех, кто случайно мог выдать ей мою болезнь. Хранение чужой тайны забирает слишком много психической энергии, и я не хотела этой новостью создавать родным дополнительную сердечную тяжесть. Поэтому круг родных и друзей, знающих о моей болезни, сузился еще больше. И потом, что тебе могут сказать в ответ? Набившее оскомину слово «держись», потому что найти слова поддержки всегда непросто. И это видео я посвящаю моим самым близким. На них обрушился первый удар моего страшного диагноза. Известно, как этот диагноз может в один миг рушить жизнь всей семьи. Планы, проекты, надежды – все вдруг становится неважным. А ты ведь не планировал вот так уйти и расстаться с близкими, оставив их. Когда доктор Сребный предлагал дату операции, моего мужа не было рядом. Он только поступил в аспирантуру Санкт-Петербургского университета и выживал в петерговской общаге. Самым трудным было расставание так надолго. Уехал он в летних шортах. Думал быстро оформить документы и вернуться. Но вернуться он не смог. Конечно, я бросилась к нему, скинув в чемодан подходящую экипировку. Холода в Петербурге наступают рано, и уже во второй половине сентября в домах включают центральное отопление. Холодным ветром меня встречал Петербург. Но когда на тебя смотрят любящие глаза, кажется, что ты даже вовсе и не мерзнешь. Мой муж – человек искусства. Он особое украшение моей жизни, в которую и привносит свою любовь к музыке, живописи, театру. С ним интересно. Он в нашей семье зав. Отделом культуры. Еще в детстве в школьной форме с пионерским галстуком он убегал с уроков и приходил посмотреть картины великих мастеров живописи. И какое же сердце музейного работника останется равнодушным к порыву ребенка и не пропустит его в выставочные залы без билета? Все эти годы он наполняет и мою жизнь искусством. Концерты, выставки, театры, музеи – это давно уже стало образом нашей жизни. Он мой единомышленник, горячий спорщик и мой утешитель. Возвращаясь в тот день, когда жизнь до вдруг резко заканчивается, я только помню, что бежал он по вагону петерговской электрички. В трубке телефона я слышала гул людских разговоров, который вдруг стих, потому что он закричал на весь вагон. В таких случаях и мобильники не выдерживают, их железные нервы тоже сдают, и связь пропадает. Когда она восстановится, а пилить на электричке до Петергофа прилично,
он уже успеет поделиться своим горем с человеком, который особенно важен для него. Это женщина, врач-педиатр. Ее пациенты, давно выросшие, до сих пор помнят о ней. Мне хотелось бы уважительно ее назвать по имени-отчеству, но Рига слишком маленький город. Врач остается им всегда, когда говорит с людьми малознакомыми и когда общается в близком кругу. Конечно, у нее есть медицинские связи и знакомства, да и сын ее был врачом. Его однокурсники до сих пор поддерживают с ней отношения. В этой ситуации не безучастным оказалось и ее сердце. В разговоре доктор, назовем ее так, перечисляла хирургов-онкологов, к которым надо обратиться от ее имени. Перекрикивая голос в динамике, который бездушно объявлял остановки, мой верный друг и спутник жизни говорил о микрометастазах, о том, что их трудно обнаружить, распространяться они могут быстро, и времени на раздумье нет. Притихший вагон электрички слушал весь этот панический надрыв. И чтобы его прекратить, я сказала, что умру не завтра. Это помогло ненадолго. Дальше пошли разговоры бросить учебу в аспирантуре и быть со мной рядом. Но я сказала нет, потому что университет теперь 1 на 2 – это святое. Наши факультеты находились через дорогу, и мы могли встретиться, когда нам было еще по 20 лет. В той самой кафешке исторического, где с однокурсниками устраивали научные посиделки за граненным стаканом кофе. Но Александр, это мое самое любимое имя, выезжая из Риги, повернул в другую сторону, на запад, в Калининградский университет. И долгих 10 лет страданий оставались до нашей встречи. Сообщить о моем страшном диагнозе дочери было особенно тяжело. У матери ее подруги, которая моложе меня лет на 5, в мозге обнаружили раковую опухоль. Они обе тяжело это переживали. Иногда я слышала их разговоры на эту тему. И самое страшное – видеть беспомощность, невозможность что-то изменить и как-то помочь. И вот я со своей совсем неблагой вестью. Слов у моей дочери не было, только слезы и рыдания. Я обещала ей, что найду лекарство от рака, что оно где-то должно быть. И она верит мне, потому что знает, что ее мама может достать даже с неба звезду. Да, еще не было войны, мой отчий дом был цел, и моя мама по-прежнему меня ждала. Прошло более 4 лет. В ноябре будет 5-летняя отметка выживаемости. Какой-то там онкологический рубеж. История моей болезни еще не окончена, но эти 4 года я жила. Жила не в больничных палатах с отекшей рукой и без волос. Про грудь молчу. Вы еще услышите заключение официальной медицины. Жила, сказав себе, не будет до и после. Может быть, я обманываю себя всякими ложными надеждами и только делаю вид, что до продолжается. Ведь чудес не бывает. Если я буду умирать, то наверняка мое последнее видео соберет 1 000 000 просмотров. А пока я продолжаю поиск лекарства от рака, живу, работаю, до пенсии как до луны. А инвалидом официальная медицина меня не признает. Моя история борьбы с раком либо действительно неинтересна, либо YouTube не дает просмотры по причине отклонения моих действий от официального онкологического курса. Не знаю. Но как-то так. Спасибо, что вы были со мной и выслушали мой рассказ. На этом
его завершаю. Вот такое видео получилось. А теперь лечить душу в театр. С вами была Вика Виктория.